Урал-377 – гражданский грузовик на службе в армии. Сегодня я вам покажу, как собрать и покрасить эту модель. Деталей немного, модель достаточно простая. Модель при желании можно собрать за вечер, за два. Детали в основном пластиковые, но есть детали и из металла. Например, кабина сделана из двух деталей, она металлическая, и также рама, выполненная из металла. Покрышки выполнены из мягкой резины. Есть приводные декали, остекление выполнено из прозрачного пластика и инструкция. Инструкция в целом понятная, модель простая, тут справится даже новичок. Поскольку деталей немного, сборку начинается с отделения всех деталей. Мне проще отделить все детали сразу, обработать их и потом приступать к сборке. А для отделения деталей лучше всего использовать специальные модельные кусачки бокореза. После того, как детали отделены, их необходимо в обязательном порядке зачистить. Для этого используются различные пилки, надфили, наждачная бумага, шлифовальные губки. Что-то может обрабатываться цанговым ножом. Данный этап очень важен, и от него сильно зависит конечный результат, потому что все, что будет не обработано, после покраски будет видно еще сильнее. Сборку модели начну с деталей кабины и салона. Для пластиковых деталей я использую специальный модельный клей для пластика. Вначале наношу клей, а потом устанавливаю детали на свои места. Большая часть деталей встает на свои места без дополнительного вмешательства. После сборки деталей кабины и салона я переключился на кузов. Там в основном приклеиваются по мелочи брызговики, ящики и места под установки номерного знака и фонарей. Резина достаточно мягкая и без проблем одевается на диски. Их я сразу же решил примерить на свои места, чтобы убедиться перед покраской, что все в порядке. Колеса после окраски при желании можно оставить подвижными. Далее перехожу к сборке и установке деталей на раму. Некоторые детали крепятся к раме с помощью саморезов. Это стандартная практика для АВД, а часть деталей клею суперклеем. Одно из посадочных мест было залито и пришлось его рассверливать. Мне в этом помог Дремель. Далее я накинул и привинтил кузов с кабиной на винты для того, чтобы сделать окончательную примерку. Все встает на свои места как положено, поэтому можно переходить к покраске. Перед покраской машина разбирается и выглядит таким образом. Сегодня я буду использовать вот такую серую грунтовку от Pacific 88. Она более стойкая, но при этом имеет достаточно резкий запах. После высыхания грунтовка имеет приятную матовую поверхность. Далее для черных деталей использую цвет черный НАТО. Им окрашивается рама со всеми подвесными элементами, а также колесные диски. В качестве базового цвета я выбрал цвет защитный. Им я покрываю практически большую часть автомобиля. Недавно у себя на Дзен канале я выкладывал обзор на аэрограф Inkit Caprice. Я как раз в данный момент наношу им базовый цвет на модель. Кому интересно, ссылочку на обзор я оставлю в описании видео. Далее решил сделать высветление. Для этого смешал краски зеленые, тростники и защитные в пропорциях 50/50. Салон в этот раз решил частично окрасить аэрографом и цветом охра-коричневое окрасил сидушки. Мелкие элементы я окрашивал с помощью кисти. Черный НАТО пошел на рычаги. Металлик использовал для ручек на дверных картах, а также для ручек на внешней стороне двери. По сидушкам я также прошелся коричневой проливкой от Citadel, для того, чтобы создать более интересный оттенок. Далее, используя краску серая белка и технику сухой кистей, я дополнительно высветлил детали. Прошелся по раме, бакам, также по колесным дискам. Также техникой сухой кисти и используя другой цвет брезент хаки, я прошелся по зеленым элементам грузовика, сделав легкие дополнительные высветления. Также неожиданно вспомнил, что я забыл окрасить в черный цвет брызговики. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. А далее покрыл модель глянцевым лаком от фирмы Tamiya, чтобы подготовить модель к смывке и нанесению декалей. Смывку в этот раз я использовал черную от Pacific 88. Она отлично растекается по глянцевой поверхности и помогает придать модели дополнительный объем. После нанесения смывки я оставляю обычно где-то на полчаса, а затем использую специальную
палочку и White Spirit убираю излишки. Эти палочки очень удобны, так как не оставляют ворса после себя. Их можно найти у меня в подборке товаров из Китая. Ссылочку опять же вы найдете в описании этого видео. Подборка специально для моделистов находится у меня на сайте. Там много всего интересного. Я думаю, каждый найдет что-нибудь для себя. Обычно декали наношу до смывки, но в этот раз я про декали забыл. Но это не критично, поэтому я нанес их после нанесения смывки. Декалей на самом деле немного, только значки «Советская армия» на двери, приборная панель и номерные знаки. Номерные знаки я, как обычно, наносил на крышку от доширака, предварительно выкрашенный в черный цвет. Способ удобный, и я часто его применяю, особенно если не даны номерные плашки на самой модели. Далее запылил, загрязнил колеса с помощью вот такой жижи FX17 светлая грязь. Средство очень жидкое, наносится с помощью кисточки на все колесо целиком. Затем даю минут 5 подсохнуть и убираю излишки с помощью бумажных полотенец. Там, где нужно, дополнительно корректирую с помощью кисточки, смоченной в White Spirit. Это же средство использую для нанесения брызг на сами колеса. И также частично эти брызги наносятся на кузов грузовика. Поворотники я окрашиваю оранжевым лаком от Tamiya. Стопы окрашиваю красным лаком от той же Tamiya. В этот раз решил не заморачиваться с масками на остекление и попробовал перманентный маркер. Эксперимент удался, и результатом я очень доволен, так что я буду использовать его и в будущем. После всех этих манипуляций для закрепления результата я покрываю модель матовым лаком. В этот раз я использовал матовый лак от Валеха. Теперь можно переключиться на мелочи. Маркером Molotov Chrome я выкрашиваю отражатели в фарах. Остекление вклеиваю специальным клеем для прозрачных деталей Pacific 88. На него же приклеиваю стопы и поворотники. Для зеркал использую наклейки, которые шли в комплекте. Они имеют отличную отражающую поверхность. И перед сборкой салона крайне рекомендую протереть стекла изнутри тряпочкой из микрофибры или чем-то подобным, потому что потом доступ в салон уже не будет. И если останутся отпечатки пальцев, это будет выглядеть не очень красиво. После того, как все протер, можно уже окончательно собирать кабину. Там, где требуется более деликатное вклеивание стекляшек, я использую просто прозрачный глянцевый лак. Конкретно здесь была использована футура. Ну и можно уже собирать окончательно что-то на винты, что-то на суперклей. Остается только установить последние мелочи. А именно приклеить зеркала, установить щетки стеклоочистителей на место и, конечно же, номерные знаки. Ну и в конце я еще решил немножко припылить кабину и кузов светло-песочной краской. Вот что у меня получилось в итоге. Вот такой замечательный грузовичок. Как вы могли заметить, на передних колесах покрышки стоит протектором в обратную сторону. Кто знает зачем? Пишите в комментарии. Не забывайте о ваших хобби и помните, моделизм должен приносить удовольствие.